Есть запахи, которые невозможно перепутать ни с чем. Они будто сразу переносят нас в другое состояние – тишины, сосредоточенности, покоя. Один из таких запахов – ладан. Его аромат знаком человечеству тысячи лет. Он звучал в храмах, сопровождал молитвы, обряды, рождение и уход человека. Но ладан – это не просто религиозный символ. Это живая смола, дар природы, с удивительной историей и не менее удивительными свойствами. Сегодня мы разберемся, что такое ладан на самом деле, откуда он берется, почему его ценили дороже золота, как он воздействует на человека и тело, и психику, и почему интерес к ладану снова возвращается в наш современный, перегруженный мир. Ладан – это аромат, который не кричит. Он говорит тихо. Но если прислушаться, он говорит о многом. Ладан – это смола, выделяемая деревьями рода базойлир, которые растут в засушливых и суровых регионах на Аравийском полуострове, в Сомали, Эфиопии, Омане, Йемене. Эти деревья выживают там, где почти нет воды, где солнце беспощадно, а почва кажется мертвой. И именно в таких условиях рождается одна из самых ценных смол в истории человечества. Чтобы получить ладан, кору дерева аккуратно надрезают. Из раны начинает медленно вытекать молочно-белая смола. Она застывает на воздухе, превращаясь в твердые капли слезы ладана. Через несколько недель их собирают вручную. Этот процесс почти не изменился за тысячи лет. Интересно, что чем суровее условия, в которых растет дерево, тем качественнее и ароматнее ладан. Природа словно концентрирует силу в малом. В древности ладан был одним из самых дорогих товаров в мире. Существовали целые ладанные пути, торговые маршруты, соединявшие Восток и Запад. Им торговали наравне с золотом и специями. В Древнем Египте ладан использовали в медицине, косметике и бальзамировании. В Греции и Риме – для очищения воздуха и ума. В Ветхом и Новом Завете ладан упоминается как дар, достойный царей. Но почему? Дело не только в аромате. Ладан воздействует на человека глубже, чем кажется. Когда ладан тлеет, он выделяет вещества, которые напрямую влияют на лимбическую систему мозга, ту самую область, которая отвечает за эмоции, память, тревогу и чувство безопасности. Именно поэтому аромат ладана способен успокаивать, замедлять дыхание, снижать уровень стресса. Он словно говорит организму: «Ты в безопасности». Современные исследования подтверждают, компоненты ладана, в частности босвеллиевые кислоты, обладают противовоспалительными свойствами. Их изучают в контексте поддержки суставов, дыхательной системы, нервной системы. В традиционной медицине ладан применяли при кашле, бронхите, болях, воспалениях, а также как средство для улучшения концентрации и сна. Особое внимание заслуживает влияние ладана на дыхание. Его дым не агрессивен, он мягкий, глубокий. В древности считалось, что он открывает грудь, и это не только образное выражение. Многие люди отмечают, что при вдыхании аромата ладана дыхание становится ровнее, глубже, спокойнее. Но ладан – это не лекарство в привычном смысле. Это состояние. Это инструмент, который работает тонко. В духовных традициях ладан использовался для очищения пространства. И здесь важно понимать, речь не обязательно о мистике. Когда в помещении тлеет ладан, он действительно меняет атмосферу, запахи, влажность воздуха, восприятие пространства. Человек начинает вести себя тише, медленнее, внимательнее. Мысли перестают метаться. Возникает пауза. А пауза – это то, чего так не хватает современному человеку. Интересно, что разные виды ладана имеют разные оттенки аромата. Есть сладковатые, лимонные, смолистые, почти медовые. Самым ценным считается ладан из Омана. Он светлый, чистый, с мягким, почти прозрачным запахом. Такой ладан часто используют не только в храмах, но и в ароматерапии и медитации. Ладан можно использовать по-разному. Самый традиционный способ – тление на угле. Но есть и эфирное масло ладана, которое применяют наружно в ароматических лампах для массажа.
Важно помнить, качественный ладан – это натуральный продукт, без ароматизаторов и добавок. Его запах никогда не будет резким или парфюмерным. В быту ладан может стать якорем спокойствия. Несколько минут в тишине, мягкий дым, выключенный телефон, и мозг начинает переключаться. Это не магия. Это физиология и психология, работающие вместе. Но есть и еще один важный аспект ладана – память. Запахи напрямую связаны с нашими воспоминаниями. Ладан часто ассоциируется с детством, храмами, моментами тишины, важными событиями. Поэтому он способен пробуждать глубинные чувства, иногда даже слезы. Это нормально. Ладан не развлекает, он раскрывает. И, пожалуй, именно поэтому он снова возвращается в нашу жизнь. В мире шума, скорости и тревоги человек ищет не стимуляторы, а якоря. Не возбуждение, а покой. И ладан дает именно это. В завершении хочется сказать важную вещь. Ладан не панацея. Он не заменит врача, лечение или работу над собой. Но он может стать спутником в тишине, в размышлениях, в заботе о себе. Маленьким ритуалом, который возвращает нас к простым, но забытым вещам – дыханию, вниманию, присутствию. Если вы никогда не пробовали настоящий натуральный ладан, возможно, пришло время познакомиться с ним не как с символом, а как с даром природы. И если этот аромат хоть на минуту сделает вашу жизнь тише и глубже, значит, он уже выполнил свою работу. Если вам близка тема силы растений, древних природных средств и забытых знаний, поддержите этот ролик, подпишитесь на канал и оставайтесь здесь. Мы идем дальше, медленно, осознанно и по-настоящему.